Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу вам про таланты шефа и все, что с ними связано. Данная тема будет интересна как новичкам, так и бывалым воякам, которые прошли через многое количество боев. Итак, начнем с определений. Таланты шефа — это очки развития вашего персонажа, которые распределяются по веткам исследований «Война» и «Экономика». Как только вы достигнете максимального 60 уровня шефа, вы будете иметь 239 очков талантов. Данные очки могут быть распределены любым способом, в зависимости от того, какой стиль игры вы выбрали. Сегодня мы с вами разберем варианты распределения этих очков и их эффективность. Прошу вас не забывать, что даже с уровнем шефа ниже 60 вы все еще можете использовать ваши очки эффективно. Для всех PvP сражений я бы выделил два варианта прокачки талантов. Первый – военный. Это распределение очков, которое подразумевает прокачку с упором на эффективность вашей атаки против других игроков. Второй вариант – лечение. На таких событиях, как битва за Капитолий, бункера и война штатов, этот способ эффективен в лечении войск и позволяет параллельно вступать в рейды с выгодой для союза и самого игрока. Теперь поговорим про каждый из этих вариантов более подробно. Вариант для лидеров рейда — это военный, и он подразумевает полную боевую готовность со 100% очков таланты военной ветки исследования. В данной ветке вы можете усилить по отдельности атаку и оборону всех видов войск, например, сделать упор на пехоту или же на другой тип армии. Все зависит от вас, но тем не менее нужно понимать, какой вариант сделает вас более сильным. Итак, первый выбор, с которым мы сталкиваемся, это выбор атаки, защиты или же смертоносность и здоровье. Я рекомендую всегда выбирать смертоносность и здоровье. Данные показатели статистики работают лучше, чем атака и защита, и это определяется подсчетом урона. Игра определяет смертоносность чуть более эффективным показателем относительно атаки. Второй из выборов на ветке войны — это на какой вид войск сделать упор – пехота, наездники или охотники. В данном случае на этих разветвлениях ваш выбор будет за пехотой, так как в бою победа определяется за тем игроком, в рейде которого пехота закончится позже, чем у врага. Об этом я подробно говорил в ролике про механику боя и раунды сражения. Обязательно посмотрите, это вам поможет понять, как проходит само столкновение. Следовательно, усиливать нужно именно пехотинцев, а точнее их оборону или здоровье, так как они выступают щитом для охотников и наездников. Последнее, что нам осталось выбрать, это как прокачивать очки, когда мы добрались до таланта скорость обучения войск. Если ваш уровень шефа 60, безусловно, трата 20 очков в талант, который никак нас не усилит во время боя, бессмысленна. В данном случае нашей целью будет трата оставшихся 62 очков в охотников и наездников. Не забывайте, что вы всегда можете вернуться назад в ветке развития талантов и распределить очки в более ранних исследованиях. Последние 4 блока талантов ветки войны дают нам 1,2% статистики за одно потраченное очко талантов шефа, а более ранние от 0,3 до 1%. Именно поэтому мы будем распределять наши основные очки в последнем блоке исследований. Как вы можете видеть, я потратил 40 очков в пехоту, 20 очков в атаку наездников и 20 очков в атаку охотников. Оставшиеся 22 очка я распределю между охотниками и наездниками в более ранних талантах. Почему же не стоит тратить все очки в пехоту? Чтобы добраться до таланта здоровья пехоты, нам необходимо исследовать скорость обучения войск и смертоносность пехоты. Два данных исследования наиболее бесполезны в рамках боя, и трата 40 очков исследований, чтобы добраться до нужного таланта, бессмысленна. Эффективнее потратить таланты в охотников и наездников, так как каждое это очко будет приносить вам больше полезного урона войск. Надеюсь, с данным блоком талантов вам все понятно. Теперь поговорим о талантах для игроков, вступающих в рейды. Как я уже говорил выше, таланты стоит использовать с наибольшей эффективностью. Так как на сражении за Капитолий и других битвах статистика вступающих игроков не имеет никакого значения, то наш упор должен быть на скорость лечения войск и эффективном вступлении в рейды. Ваша расстановка талантов будет выглядеть так, при условии, что у вас 60 уровень шефа. 149 очков талантов на ветку экономики, 90 очков талантов на ветку войны. Так как после 149 очков талантов экономики данная ветка никак не сможет ускорить ваше лечение, то и трата оставшихся талантов не будет полезной. Лучший вариант для вас — это потратить оставшиеся очки в таланты войны,
так как это увеличит ваш лимит марша на 5600 солдат и даст доступ к таланту «Массовый марш-бросок», что добавит вам еще 10% лимита марша на 30 минут. Хочу еще раз вам напомнить, что ваши таланты шефа не влияют на эффективность рейда. Это значит, что когда вы вступаете в рейды, то ваша статистика не имеет значения, так как ваши войска – боевая единица. И когда идет бой, то ваши войска бьются, имея статистику лидера рейда. Но не надо путать статистику отрядов с показателями конкретного типа войск. Безусловно, войска Т-9 и Т-10 отличаются, и уровень ваших войск имеет значение, точно так же, как и звездность отрядов. Но таланты шефа, вступающего, не влияют на исход сражения. Именно поэтому вы должны сделать упор на лечение, а затем перейти на ветку войны и потратить оставшиеся очки таланта. И наверняка возникает вопрос, почему тогда тратить оставшиеся очки на войну? Ответ прост. Вы будете иметь бонус к лимиту похода, а это значит, что вы сможете отправить больше войск в рейд. Чем больше ваших отрядов участвует в сражении, тем больше очков вы получаете. Кроме этого, если вас вдруг будут атаковать во время боя, а вы без подкрепления, даже это небольшое количество военных талантов может помочь вам выдержать атаку. Такое распределение очков позволит вам с наибольшей эффективностью лечиться и вступать в рейды на событиях сражения за Капитолий или война штатов. Конечно, от одного вступающего в рейды ход сражения не изменится, но если вы регулярно будете придерживаться этого распределения талантов и поделитесь этим роликом со своими союзниками по Альянсу, то вы извлечете максимальную пользу от коллективной игры вашего союза. Итак, друзья, я постарался как можно более подробно описать процесс распределения очков талантов шефа. Если у вас остались какие-либо вопросы или же есть советы игрокам, пишите их в комментариях и делитесь этим видео с союзниками. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Берегите себя и развивайте в себе таланты. До новых встреч!